Школы встревожились из-за опасных игр среди детей по сериалу «Игра в кальмара». Мы должны приложить все усилия, чтобы эти нездоровые и опасные игры были остановлены. Тише едешь дальше, будешь стоп. Всем привет, народ! И я думаю, многие из вас уже посмотрели или хотя бы, может быть, слышали о таком популярном сериале, как «Игра в кальмара». Но если вы вдруг не смотрели, то коротко рассказываю без спойлеров. Есть остров, туда закидали до хрена людей, нет, это не паб, и их заставляют играть в игры. И нет, это не пила, но очень близко. И победители получают огромную кучу бабок. И все бы ничего, ведь игры там совершенно обычные и, можно сказать, даже детские. Хотя, почему можно сказать? Ведь они изначально и правда детские. Это детские игры, в которые играют взрослые, и если они проигрывают, они выбывают из игры. И все бы ничего, но, к сожалению, этот сериал стал настолько популярным, что его видел чуть ли не каждый второй школьник. Ну и естественно, все психологи, учителя, директора школ, депутаты и так далее начали бить тревогу. Опасные детские игры, дети повторяют за тем, что происходит в сериале. Мизулина объяснила опасность игр из сериала «Игра в кальмара». Если вы не в курсе, то она директор Лиги безопасного интернета в России. Как будто нам Роскомнадзора мало. И они отправили этот сериал на проверку экспертам-психологам. Если они сказали, найдите что-то опасное здесь для детей, то они сходу скажут, что смотрите, здесь есть кровь, смерть, оружие. Все 100% запретить, опасно для детей. Единственная проблема, что этот сериал имеет возрастное ограничение 18+, он и так не для детей. Вдобавок, если изначально стоит цель найти что-то плохое, то даже в самом обычном безобидном мультфильме можно найти что-то плохое, может даже до мелочей докапываться, как это делал я в своем ролике, когда делал обзор на русские мультфильмы по приколу. Ну ладно, давайте почитаем, что же еще пишут про этот сериал. Школы встревожились из-за опасных игр среди детей по сериалу «Игра в кальмара». Педагоги во всем мире обеспокоены тем, что школьники начали повторять кровавые сцены из популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Родители просят запретить смотреть это шоу. Ну-ну, удачи, потому что, мне кажется, уже слишком поздно, ведь его уже посмотрели все. Ставь лайк, если смотрел этот сериал или хотя бы слышал о нем. Я вчера зашел на YouTube и охренел, у меня везде была «Игра в кальмара». И даже PewDiePie записал 2 ролика про игру в кальмара, и в одном из них он играл в нее. Но если быть точнее, то он играл в Roblox, как и Поззи, как и Братишкин. Короче, я уверен, что Roblox довольно-таки неплохо поднял аудиторию. Поэтому в ближайшее время ожидайте «Игра в кальмара» в Майнкрафте, в Garry's Mod, в Counter-Strike и где-то еще. Ну ладно, мне сейчас интересно кое-что другое. Тут написано, что школы встревожились из-за опасных игр среди детей по сериалу «Игра в кальмара». Но вот в чем дело. В этом сериале показаны совершенно безобидные игры, и они изначально были детские, по типу вырезать фигуру и так далее. И поэтому у меня возникает вопрос, какие опасные игры из сериала дети повторяют? Из всех игр опасной можно считать только одну. И то только потому, что она происходила на высоте. Но в точно такую же игру можно играть и на земле. Рисуешь гребаные квадратики, и потом один человек загадывает, какие квадратики будут ловушкой. И все, готово. И самое забавное, что когда я увидел эту сцену в сериале, то я сразу же подумал о Counter-Strike, потому что на Дезране есть точно такая же ловушка. Учителя говорят, что заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии игр из этого сериала на детской площадке, что в свою очередь вызывает конфликты. Говорится в заявлении одной из школ. Как думаете, в чем здесь проблема? Не догадываетесь, нет? Все очень просто, я думаю, многие из вас играли в войнушки, когда вы в друг друга воображаемо стреляете из палок. И когда ты говоришь, что ты попал, другой может сказать, что нет, ты не попал, и появляется конфликт. Вот, к примеру, на волне хайпа подростки решили сыграть в эту игру во дворах, и это попало в новости, и смотрите, как это описывается. Дети уже вовсю играют в «Тише едешь, дальше будешь» из популярного сериала «Игра в кальмара». Школьники используют нецензурную речь, зато проводят время на свежем воздухе. Это ведь лучше, чем материться в компьютерных клубах, не так ли? И дальше прикреплен отрывок длительностью аж в 3 секунды. Вау! И с помощью этого фрагмента они, наверное, хотят показать, что этот сериал очень пагубно влияет на детей и подростков. Смотрите, они матерятся. 2, 3.
Как я понимаю, они взяли, вырезали фрагмент из всей игры, где ведущий говорит, что Богдан выбывает, но Богдан был не согласен. Вот, это как раз то, о чем я говорил. Ты говоришь, что попал, а он говорит, что не попал. В данном случае один говорит, что тот двигался, а другой отрицает это. И вот якобы конфликт. Это было всегда и всегда будет в подобных играх. До тех пор, пока не вмешается техника в стрелялках лазертэг, а в этой игре какие-нибудь камеры, которые засекают движение. И компьютер точно рассудит, двигался человек или нет, попал он или нет. А по поводу мата, это все зависит от его воспитания и окружения. Дети начинают играть в свои собственные версии игр. Это тоже может привести к типа конфликту. К примеру, ты предлагаешь сыграть камень, ножницы, бумага, а потом появляются какие-то колодцы, пистолеты и еще какая-то херня. Раз, два, три. Блять, Саски, что ты выбрал? То есть люди делают свои версии игр, и не всем это может понравиться, и появляются снова конфликты. Ну ладно, давайте посмотрим, что же говорят психологи. Психолог рассказал, что с вопросом о сериале к нему обратилась знакомая, 11-летняя дочь которой заявила, что в ее классе все посмотрели «Игру в кальмара». По словам этого психолога, жестокие сцены в этом сериале уменьшают способность к сочувствию и сопереживанию. И также они могут стать инструкцией для агрессивного поведения детей. И знаете что, возможно он прав. Вот я говорю, что у меня мало лайков на роликах, мало, и люди не подписываются. Никакого сочувствия к ютуберам, могли подписаться, поставить лайк, поддержать меня. Ну ужас, насмотрите своих игр кальмаров и не лайкаете ролики, ну что это такое? Про подписки вообще молчу, вот ты сейчас смотришь и наверное не подписан на мой канал, все ясно с тобой. Ну ладно, кстати говоря, по мнению этого психолога, сериал стал популярен среди детей, потому что в сериале испытания участников сосредоточены вокруг известных игр. И тут у меня возникает вопрос, а какие игры, показанные в сериале, являются очень известными? Особенно у нас. Тише едешь, дальше будешь. Она совершенно не популярна и малоизвестна. А на ютубе до хайпа этого сериала очень мало роликов, где упоминается эта игра. Но давайте будем честны, многие вообще не играли или даже не слышали об этой игре. А про вырезание из выпечки, про игру в шарики или тем более в игру в кальмара, давайте будем честны, про это вообще мало кто знал и вообще хоть раз в жизни играл, я думаю, нет. Ну давай, напиши, что ты играл в игру кальмара до того, как вышел этот сериал. Давай, напиши. Тебе никто не поверит. Так что тот факт, что сериал стал популярным из-за того, что там популярные игры, это неправда. Я бы поверил, если бы там были классики или вышибалы. Окей, да, это у нас популярно и известно, поэтому это может стать причиной популярности этого сериала у подростков и детей. Но там этого не было. Поэтому мне кажется, что это не так. Но самое забавное, когда говорят, мы должны приложить все усилия, чтобы эти нездоровые и опасные игры были остановлены. Это обычные детские игры, ау. То, что они были показаны в каком-то кровавом сериале, не делает их уже опасными. Они так и остались детскими. А то, что дети бьют друг друга во время игры, это уже проблема не сериала, а самих детей. И это не зависит от того, в какую игру они играют. Они могут подраться, играя в любую игру. То, как человек будет себя вести во время конфликта, зависит от самого человека, а не от игры, в которую они играли. Поэтому запрещать эти игры из-за того, что они были в сериале, это вообще полнейшая тупость. Хотя о чем говорить, когда у нас даже пытались запретить Simple Dimple и Pop-It. Ведь все говорили, что это очень опасная детская игрушка. Само собой, есть и психологи из других мнением. И сейчас будет очень много текста. Эволюционно ребенок заточен под то, чтобы познавать мир на собственной шкуре, прыгать, лазить, падать, убегать от диких животных и пробовать новые неизвестные продукты. По словам специалиста, для роста мозга ребенку необходима мощная сенсорная стимуляция. Однако реальная среда, которая окружает его дома, в семье и на детской площадке, слишком безопасна и лишает его необходимых стимулов. То, что ребенок должен пережить на собственном опыте, вынужден переживать в виртуальном пространстве. Герои экстремального кино бегают, прыгают, падают и умирают вместо детей, давая им возможность соприкоснуться с этим опытом через сопереживание. А еще одной причиной популярности подобных фильмов психотерапевт назвал недостаток у ребенка личного контакта с близкими и друзьями. Все ясно, всем, кому понравился сериал «Игра в кальмара», у них нету друзей. Ну, понятно, вы лохи без друзей. Кстати, мне тоже сериал понравился.
Ну а еще справедливости ради, к одной из статей в конце была прикреплена информация о том, что еще в 2008 году всякие там профессоры, психологи заявили, что на жестокое поведение детей гораздо больше влияет насилие в семье, а не видеоигры и фильмы. Вероятность агрессивного поведения детей чаще вызывает пережитое ранее реальное жестокое отношение со стороны родителей или сверстников. Что в принципе я это говорю в каждом выпуске «Игры убивают» и так далее. Короче, в очередной раз мы пришли к тому же мнению, к которому приходим в каждом выпуске: игры, аниме, сериалы, фильмы убивают и так далее. Вау, ничего нового. Поэтому всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока.